Здравствуйте, уважаемые зрители! В армянском издании нашел такую интересную статью. Алиев и Пашинян объединяют усилия по устранению Варданяна. Так, сейчас, извините, я еще пару фотографий вам покажу, этих вставлю. Вот. В общем, сейчас складывается такая ситуация, что этот Варданян, это и есть засланный казачок из Кремля, путинский. И сейчас у него появились два врага в лице Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Он обоих не устраивает. Сейчас я вас подробнее ознакомлю с этой темой. Так, вот. Уже да, в Баку говорят об этом уже достаточно давно. Ильхаму Алиеву по-любому надо убрать этого засланного, как сказать, казачка Варданяна, потому что он враг Азербайджана. Особенно усилилась риторика после того, как азербайджанских экологов не пустили на Кашенский рудник. Глава МИД Азербайджана Джихун Байрамов гневно заявил, что Баку не будет вести переговоры с Варданяном. Последний должен покинуть Карабах. И вот сейчас, к кампании против Варданяна подключился официальный Ереван. Ну теперь еще и Пашинян, да, недоволен, что туда назначен Варданян, тоже против него выступает. Пашинян на заседании правительства предупредил, что из Ханкинди не должны раздаваться провокационные заявления, которые могут подавать мирный процесс и диалог Баку с Ханкинди. Надо полагать, именно на этом контексте Пашинян расценивает перекрытие Алчинского коридора как сигнал о готовности Баку к мирному процессу и к диалогу с Ханкинди. Руководство Карабаха должно избегать заявлений, которые загоняют ситуацию в большой тупик, потому что эти заявления, не дают никакой пользы ни Азербайджану, ни Армении. Между Азербайджаном и Карабахом должен начаться политический диалог. И наши партнеры из Карабаха не должны давать повод, чтобы кто-то мог их обвинить в срыве конструктивного диалога или в том, что они делают невозможным подобный диалог, говорит Пашинян. А депутат из правящей партии Хачатрян заявил, что в Баку учения ДКБ хотели, да, учения в Армении расценили как бы провокацию. И Пашинян говорит, никаких учений в Армении не будет. И сказал сразу Путину. И далее пояснил мысль шефа, то есть напряженность исходит из интересов России и Азербайджана. Типа, следует перейти к прямому диалогу между Ханкинди и Баку. Для Российской Федерации будет неплохо, если 40 тысяч разъяренных жителей Карабаха приедут в Армению и потребуют смены власти. У Карабаха должен быть прямой диалог с Азербайджаном. В общем, намек такой, что надо договариваться уже без посредников, что этот самый засланный казачок Варданян враг обоим. И он только вредит и Азербайджану, и Армении. И вот еще потом Варданян допустил большую оплошность. Во время телемоста Ереван-Ханкинди он призвал прекратить критику в адрес российских миротворческого контингента, у которого ограниченная численность и ограниченный мандат. А в ответ на вопрос, как он оценивает критические высказывания Пашиняна, заметил, что если бы последний был рядом с ним в Карабахе, он бы взглянул на ситуацию глазами карабахцев. Если бы в Карабахе не было миротворцев, то и нас сейчас там не было, сказал Варданян. И, в общем, вот, это для Пашиняна уже слишком. На Варданяна спустили всех собак. Там у них сейчас на этих армянских телеканалах начинает обсирать, в общем, обливать грязью Варданяна, типа. И вот пишут, что брызжут слюной уже тут все, что говорят, что не позволят Варданяну угробить Армению. Они растопчут Варданяна, а Раи Каратюнян должен немедленно убрать из Карабаха эту напасть, этого Варданяна. В общем, все на него наехали. У команд Пашиняна и Алиева появилась общая цель и общий враг Рубен Варданян. И в этом, конечно, нет ничего удивительного. Все правильно, сейчас вот, общий враг, вывод правильный сделали, это Варданян.
Пашиняна он тоже никак не устраивает это все. Он тоже, Пашинян, настроен вывести российских миротворцев и сейчас с французами наладит контакт. А Варданян засланный казачок, он путинский, понимаете? Он тоже враг Пашиняну. Ильхам Алиева тоже враг номер один. В общем, два врага. Варданяну будет тяжело там удержаться на территории Карабаха, потому что уже против него очень настроены, говорю, лидеры двух стран, и плюс еще его там в армянской соцсети все обсирают, грязью поливают. В общем, его, думаю, уберут. Ну, сейчас уже вот эта волна пойдет, думаю, его по-любому уберут оттуда. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.